Почтовую марку с курьезной ошибкой продали с аукциона за $2 миллиона. Марку «Перевернутая Дженни» выпустили в 1918 году, и стоила она аж 24 цента. На ней почтовый самолет Curtiss JN-4, который прозвали Дженни, по ошибке напечатали вверх ногами. За оставшиеся экземпляры коллекционеры-филателисты готовы выложить гигантские деньги. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Херсон под ударом. Интенсивные обстрелы города продолжались последние сутки. Есть погибшие и раненые. Сейчас будем убирать стекло. Отступили, но потом передумали. Пропагандисты сообщили о перегруппировке войск РФ на левом берегу Днепра, но потом дали заднюю. Это логичное, правильное, грамотное решение. Хамас использует гражданских как живой щит и теряет контроль над сектором Газа. Организация «Хамас» потеряла контроль над Газой. Друзья, как обычно, для начала о наболевшем. Все просят лайки, и я не буду исключением, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической, управляемой и авиационной ракетами. Из Краснодарского края запустили 9 шахедов, 7 из которых были сбиты ПВО. Этим утром еще 3 дрона сбили над Никополем. Там погиб мужчина. Российская армия снова обстреливала Херсон, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Попали по жилым домам в Корабельном районе города. Пострадала женщина. Крыша, окна. Вот так. Это в нашем доме, в котором мы живем. Вот сейчас будем убирать стекло. Накануне жертвами обстрелов в городе и его окрестностях стали 3 человека. Еще 15 получили ранения. Среди них 2-месячная девочка. За минувшие сутки противник совершил 124 обстрела, выпустив 618 снарядов из минометов, артиллерии, градов, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 69 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение, учебное заведение, админздание, торговый порт и общепит в Херсоне, территорию и постройки заводов в Береславе. Новая перегруппировка войск или очередной жест доброй воли возле Днепра в Херсонской области. Такую информацию распространили сразу 2 крупных пропагандистских ресурса. Правда, сразу же свои сообщения опровергли, но интернет все помнит. Минобороны России произошедшее назвали провокацией, пришлось даже комментировать Пескову. Вы знаете, что мы не комментируем сам ход положения дел непосредственно на поле боя. Специальная военная операция – это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные. В Институте изучения войны считают так называемые аннулированные сообщения о перегруппировке в Херсонской области могут говорить о раздрае внутри командования армии РФ. Однако вряд ли украинское командование примет эти сообщения серьезно. Несмотря на почти постоянную тревогу российских военкоров по поводу херсонского направления, само российское военное командование, похоже, озабочено другими участками фронта, а именно Авдеевским направлением. Там российские войска пытаются возобновить наступательные операции. В то же время российское военное командование могло дать указание государственным СМИ опубликовать, а затем опровергнуть эти сообщения в рамках информационной операции. Ее целью является заставить украинские силы недооценить имеющиеся российские силы на восточном берегу Херсонской области. При этом эксперты считают, российское информационное пространство пока не определилось, как обсуждать оперативную ситуацию на восточном берегу Днепра. Ведь любой перелом ситуации может вызвать информационный шок. Как раз чуть более года назад в эти дни ВСУ отбили у оккупантов Херсон. Это логичное, правильное, грамотное решение, если бы оно было принято реально и, допустим, выполнено. Скорее всего, оно было принято. То есть это один из предполагаемых маневров, которые россияне могут провести в ближайшее время. Оно могло быть принято,
дальше в информационное поле пошла, допустим, эта информация о политике, которые увидели какой-то негатив, по крайней мере, в информационном потоке, дали команду остановить это. И, во-первых, и решение, и передвижение как таковое. Ну, это если смотреть вот с точки зрения военной практики. А то, что могло быть на самом деле, могла быть и действительно наше участие. То есть у нас достаточно серьезные есть кибервойска, которые могут выполнить любое действие такого уровня в том числе. И это могла быть дезинформация российская, хотя КПД от нее пока не сильно видно. То есть на нас она никак не повлияла. Политическая воля есть, снарядов нет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил предположение агентства Bloomberg о том, что Европейский Союз может не успеть выполнить свое обещание передать Украине к марту следующего года 1 миллион артиллерийских снарядов. Этому мешает плачевное состояние военной промышленности ЕС. Виявилось, що дуже багато перешкод, дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії. Європейський Союз працює над усуненням цих проблем. І саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав, повертаємось знову в Берлін, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій. Тобто потрібно, якщо ми серйозно, як європейці, хочемо мати здатність захищати всю Європу, а Україна – це передова Європи сьогодні, то нам потрібна абсолютно нова якість роботи оборонних індустрій країн-членів ЄС і країн-кандидатів. Посунути всі бар'єри, запровадити всі необхідні стимули, налагодити, щоб як швейцарський годинник все працювало. Лише так можна задовольнити потреби Європи сьогодні в снарядах та в зброї. І тоді ми побачимо нову якість роботи. Всю минувшую ночь продолжались тяжелые бои на севере сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что боевики Хамас больше не контролируют анклав. Организация «Хамас» потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг, а мирные жители грабят базы Хамаса. У них больше нет веры в правительство. Наши войска продвигаются вперед, выполняя поставленные задачи в соответствии с планом. По мере усиления давления мы видим результаты. Каждый день мы уничтожаем все новых командиров Хамас. Десятки, а иногда и сотни террористов. А Цахал добирается до центра Газы и действует, исходя из своих соображений. Армия обороны Израиля заявляет, что они продолжают находить оружие Хамас в школах, мечетях и жилых домах. В Цахал обвиняют Хамас в том, что боевики группировки окопались под гражданскими зданиями, включая крупнейшую в регионе больницу. Однако Хамас отрицает, что в больнице или под ней есть военные цели. Мы покажем вам доказательства как из больницы Шифа, так и из других больниц. Сейчас мы видим это в прямом эфире в одной из больниц, где операция продолжается прямо сейчас. Посмотрите, что Хамас держит внутри больницы. Я хочу, чтобы вы поняли, такое снаряжение – это снаряжение для крупного боя. Это взрывчатка, это жилеты, жилет со взрывчаткой. Это бронежилет для террористов, который они могут взорвать на себе посреди госпиталя, среди пациентов. У них есть ручные гранаты, автоматы Калашникова, а еще у них есть РПГ. Люди стреляют из РПГ по больницам. Это Хамас стреляет из РПГ по больницам. Мир должен понять, против кого воюет Израиль. Израиль и Хамас обсуждают освобождение части похищенных женщин и детей в обмен на палестинских женщин и молодых людей, которые содержатся в израильских тюрьмах. Об этом пишет Washington-Post со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Итоги договоренности объявят в течение нескольких дней. На период обмена планируют прекращение огня. Это позволит вывести безопасно заложников из Газы, а также доставить гуманитарную помощь гражданским.
этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!